Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре новая ветка итальянских ПТ САУ. У нас сегодня на обзоре СМВ ЦЦ-56, это у нас 7-й левел. Вот, на ней уже достаточно покатал, изучил много модулей, но не все. И давайте все и по порядку. Что же это за ПТ САУ? Классная, можно на ней нагибать, играть, как вообще. Все и по порядку. Полноценный гайд, сегодня у нас обзор. Вот, и начнем мы, конечно, уже по сложившейся традиции с бронирования данной ПТшки. Погнали. Итак, вот наша ПТ САУ СМВ ЦЦ-56. Ну и давайте сначала начнем с корпуса. Здесь все-таки у нас башня-то крутится, вертится, поэтому у нас есть НЛД, ВЛД, ну и сама башня. НЛД у нас 100 мм приведенки, снизу 143, сверху 138. ВЛД у нас 220 мм. Снизу 227, сверху 229, щеки невероятные. Корпуса 300 мм надгусечные полки. То есть очень. Как для 7-го уровня у нас не все танки тяжелые, даже на 8-м уровне могут похвастать таким бронированием. А вот видите, какой ВЛД. То есть верх корпуса ВЛД невероятно крепко. Теперь переходим к самому интересному, к башне. Основная щека справа и слева от маски орудия 261, нифига себе 7-й уровень. Вот эти щеки 354, здесь 351, ну там 350, здесь невероятно 435, верхняя планка крышкой 75 мм приведенки 244, система пишет рикошет. У нас есть вот такой маленький лючок обзорный 141, есть очень тоже тоненький лючок 168. Ну и проблема всей этой башни, то есть все круто, лючки маленькие, броня невероятна, маска орудия 80. Слева и справа. То есть запоминаем данную ПТшку, если вы видите именно башню, она пробивается четко в маску орудия. Там просто дыры огромные. Все. Боковое бронирование 60. Как для, конечно же, 7-го левела невероятно крепко. Танкует от борта очень хорошо. А щеку надгусеничной полки подставляя, все равно имеет в приведенке 240. То есть от борта супер как, но мешать качественно играть от борта будет углы горизонтальной наводки пушки. Башня поворачивается не очень как лихо, плюс углы самой пушечки, но тяжеловато от борта будет качественно стрелять, хотя можно. Вот такой бронирование. Давайте теперь смотреть основные модули. Тут много чего интересного. Начинаете вы на пушке 7-го левела с альфой 240. Следующая тоже 240. На них можно играть. Поэтому там потеть в свободный опыт на предыдущей машине, зарабатывая, не стоит. Можно играть и на этой пушке хорошая точность, и на этой еще более лучшая точность, более лучшее пробитие. Но нас, конечно же, интересует топовое орудие 8-го левела, где у нас уже барабан на 3 снаряда. Вот. Барабан заряжается на стойке полностью 18 секунд, 320 альфа, 175 пробитие основным снарядом, 212 голдой, 1800 дпм на стойке, 2,7 время сведения очень долго сводится, 0,42 точность тоже не самая лучшая. По поводу башни. Стоковая башня 175 мм во лбу, вот обзор 340, 18 градус в секунду поворачивать. Топовая башня уже 260 во лбу, почти 100 мм плюс 2 градуса скорости поворота и обзор плюс 10 метров 350. Поэтому очень важна вот эта башня, чтобы играть от башни на этой ПТшке. Естественно, мы ПТ САУ стреляем по засвету, так сказать, союзников. 415 топовая рация также важна. ПТшка очень медленная, очень-очень медленная. 600 у нас лошадей на стоке, 650 на топе, всего лишь 50 лошадей, но они нужны. Вот я их еще не вкачал и катаю до сих пор на турбине. Вот, 25 градус в секунду поворот, здесь 20.
То есть и на месте она очень медленно крутится, поэтому топовая ходовая очень нужна этой ПТ. Давайте смотреть по полевой модернизации. Ага, прочность ходовой, круто. Угу. Скорость поворота ходовой. Рекомендую под эту ПТ-шку качать облегченную ходовую. Очень пригодится. 4 уровень, да, полевой модернизации от размера круга сведения к скорости сведения. И то нужно. Но я бы, наверное, все-таки вкачал вот. А с тем оборудованием, экипажем, которым у меня сейчас уже есть, время сведения более-менее комфортно. А если мы так, зато точность сразу насколько жахнет. 0,4, 0,37. Либо ничего не качал, либо все-таки отстройка параллакса. Здесь к обзору, ну не более 445 метров, незаметности после выстрела. Что касаемо обзоров, у нас очень мало, 376. Наверное, я бы вкачал штанговый перископ. Вот. Это касаемо полевой модернизации. Теперь по оборудованию. Здесь сложный выбор. Тут много чего этой ПТ-шки нужно, а у нас всего 3 слота. Значит, пушка сводится долго. Нужно ставить в любом... Здесь, кстати, нельзя поставить досылатель, чтобы вы понимали, поэтому про него сразу забыли. Однозначно этой ПТ-шке нужны усиленные привод наводки. Пока не выкачите топовый двигатель, да и возможно я так и далее буду качать, нужна турбина. А вот вместо вентилятора, который дает плюс, ну, на все параметры практически, да, можно поставить либо улучшенный прицел, повысить точность пушки, либо поставить УМП, потому что на месте она невероятно туго крутится, прям, либо УМП. Вот. По снарядам. Основной снаряд у нас ББХ с пробитием 175-900 метров в секунду летит. А голда у нас с пробитием 212, это подкол, летит уже почти 1200. Конечно, вот приятно играть на подколах, прям на топовой пушке. Уже вот разница есть, потому что бронепробития 175 порой не хватает. Тем более, что сейчас все катают на этих ПТ-САУ, и очень часто лоб в лоб будет встречаться с таким противником. А мы помним, да, бронирование корпуса, башни, лючков 160 даже здесь. И играть на АББшках вы рискуете часто из барабана много чем рикошетить и не пробивать. Поэтому на подколах, конечно, лучше играть. А уж тем более, если вы торопитесь, прокачиваете ветку, заряжайте подколы. Рекомендую. По снаряжению стандартный комплект: ремка, аптечка, огнетушитель. Да, огнетушитель, желательно автоматический, можете поставить допаек, если у вас много серебра. Экипаж здесь у нас 4 члена экипажа. Вот, я его качал, конечно, экипаж с новобранцев, у которых было уже по 3 перка. Но вам с 0 рекомендую, вы уже там, раз уж дошли до этого танка, наверное, что-то прокачали, либо смотрели мои обзоры. Первым перком командир лампы, всем остальным ремонт, вторым перком боевой братство. Дальше качаете, как показано в табличке. По пушке. Основные характеристики у нас минус 10 УН, а мы помним, какой крепкий у нас ВЛД и башня. Помним, да, ну маска понятно. Но она не такая уж прям большая, попробуй еще в нее попади. Минус 10. Вот, точность 0,39. Так, сколько заряжается? Смотрим где. Вот, 16,5 секунд заряжается при такой сборке и таком экипаже. По ХП у нас все неплохо, как для 7 уровня, 1200, прям реально. Прям подкинули ХП этой ПТшки. По мобильности с турбины 35 вперед, 12 назад, 13,65 удельная мощность лошадей на тонну. Вот, с турбиной, конечно, более-менее. Незаметность у нас, опять же, вот при такой сборке у нас везде почти, вот сейчас докачивается у заряжающего перк незаметности. 34 неподвижный, 22 движений, что, ну, скажем так, ПТшка не прям уж такая маленькая. Я думаю, нормальные параметры. Ну и обзор, конечно, мы слепые. Вот по обзору все плохо. 3,76 метров. К сожалению, с обзором прям жопа. По плюсам и минусам машины. Невероятное бронирование, как от игры от борта, так и корпуса верхней части. Невероятно крепкая башня, за исключением маски. В целом плюс ставим. По пушке тоже плюс, хороший УН, барабан. Пускай даже 4 там секунды между выстрелами, да, но вполне более-менее вменяемая точность. Сведение можно довести усиленным приводом наводки до нормального состояния. А на голде играть на подколах комфортно.
на ББшках нет. То есть, в принципе, тоже плюс. По незаметности, учитывая размеры этой ПТ-САУ, тоже плюс. Жирный минус — это обзор. Вот, обзор. Плюс она, конечно, вернее, не плюс, минус. По скорости ее, как на месяц крутится. Самый ее тоже такой минус, назовем, это подвижность и управляемость, поворачиваемость на месте, как самой башни, так и самого корпуса танка. Вот такие вот критерии. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотрим, как данная ПТ-шка играет в современном рендере. Погнали. 100 лет на этой карте не был. Так, у нас обзор боем ПТ-САУ новой ветки итальянской 7 уровня СМВ ЦЦ-56. У нас почти все топовые модули, за исключением двигателей, поэтому стоит турбина, хотя особо просится УМП, либо улучшенный прицел. Вот, но на турбине. Сейчас мы обзор боем, да. Так. Вот я думаю, куда лучше рвануть с нашей невероятно медленной скоростью. А давайте-ка мы направо поедем. Я придумал прекрасный план. Ну вот такая вот подвижность. 28 км в час, и это с турбиной. Вот 30. Сейчас посмотрим под бугор сколько поедет. Давайте-ка. Ну-ка. 44, нихай 47. 46-47 под бугор. Круто. Да. Марамойка пришла не одна, с Арменом. Ну-ка. А что тут пострелять? Короче, раскусил эту тему. Так, уработали одного. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Поехали наверх. Эх, какие же мы медленные. Пять 1. Ничего не успеем настрелять с такой скоростью. Наверное. А там посмотрим. Не, надо вперед идти. Только вперед. Обостряем, так сказать, ситуацию. Счет 7-1, полная жесть. Мы без урона. 8-1. Жесть. Понадеемся на нашу броню. Так, может, не надо, а? Все. Тигр, тигр. Ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Ответили от землю, на! Так, с тигром все. Перезаряжаем пушку. Вот он, вот он, вот он. Едет, едет. Так. Так, уйди от меня. Тихо. Сейчас засунь мне в жопу дудку. Сделали! Быстро! Перерыв закончился! Отдыхаем. Не, ну 1400 дали, 700 насветили. Ё-моё, это же не просто так. Так.
Так, Е25 пенетрирует нас. Так, арта. Так, может не надо, а? Арта. Вышел во двор и херакс! Поехали. Да, Ешку высвети еще нафиг. А она нас в НЛД, да? Не, надо ждать. С таким количеством ХП арта еще живая. Блин, а так хочется пострелять. Так, что у них осталось? Е25 и базока. Говна кусок, да? Вон она переехала. Захват базы, к сожалению. Выиграли по захвату базы, но в любом случае успели на коляк 1420 на стрелы, 783 на света, суммы больше 2К. Еще раз повторюсь, ПТ очень медленно ворочается на месте. Вот, а не хватает топового двигателя обязательно. Очень долгое сведение. Прямо. Давайте еще раз по оборудованию. Без усиленных приводов наводки на этой пушке топовой тяжело играть. Без турбины в начале, когда вы только будете прокачивать все модули, тоже сложно, она очень неповоротливая. Хочется поставить УМП, но и нужен вентилятор. Короче, подбирать на этой ПТ-САУ оборудованию нужно поэтапно, как вы прокачиваете модули. На первом этапе турбина вам очень важна будет. Усиленные приводы тоже наводки важны будут. А дальше либо вентилятор, либо УМП, либо улучшенный прицел. Вот по оборудованию я вижу как-то так. Пишите свои комментарии, как вы считаете. Вот, я считаю, что как-то вот так нужно ее качать. В целом броня башни неплохая, позволяет держать удар очень часто. То есть пробить эту ПТ-САУ сложно. Вот. Нравится она мне, не нравится, надо побольше покатать, чтобы прям прочувствовать. Вот. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, говорю, до скорых встреч, пока в новых обзорах. Кстати, завтра выйдет 8 уже в обзорах. Заходите на канал. Пока-пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.